Трамп позвонил Путину и попросил о недельном энергетическом перемирии. О чем получилось договориться, сегодня все увидим. Уитков заявил о значительном прогрессе в мирном процессе по Украине. Соглашение по протоколам безопасности практически готово, а договоренности о будущем экономическом сотрудничестве почти согласованы. Значит ли это, что Киев согласен вывести войска из Донбасса? И что говорит Кремль? Иран обвиняет Европу в эскалации конфликта. Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность точечных ударов по руководству и силовым структурам Ирана. Мадонна выложила в соцсети фото в шапке-ушанке с советской кокардой. Китай впервые прокомментировал чистки в высших эшелонах власти. Украинский вратарь португальской Бенфики Анатолий Трубин забивает решающий гол. Об этом и не только. Подписывайтесь. Время начать. Трамп заявил, что войну в Украине могут скоро урегулировать. Об этом президент Соединенных Штатов сказал в ходе встречи со своей администрацией. Мы урегулировали 8 конфликтов, и, как мы думаем, скоро будет еще один. Стив Уитков очень усердно работает, и Джаред, и все остальные, и я думаю, что скоро мы его урегулируем. Также Трамп заявил, что лично просил Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. И тот согласился. Я лично попросил Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. И тот согласился не делать этого. Мне многие люди говорили: не звоните зря, он не пойдет на это. Но он пошел. И мы очень счастливы, что мы это сделали. Украинцы не верили, что это возможно. Спецпредставитель Белого дома Уитков прокомментировал согласие Путина не наносить удары по Украине. Я думаю, это показывает, господин президент, ваше ключевое влияние на эти переговоры. Украинцы не верили, что это возможно. Россияне делают то, чего от них, возможно, многие не ожидали, и я считаю, все это благодаря вашему неукротимому духу. Ко всему прочему, это точно не то, что им сейчас нужно, ракеты, прилетающие в их города и населенные пункты, добавил Трамп. Владимир Зеленский в соцсетях подтвердил, что на переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах стороны договорились об так называемом энергетическом перемирии. Так президент Украины прокомментировал заявление Дональда Трампа о достигнутой с Владимиром Путиным договоренности о недельном моратории на удары по украинской энергетической инфраструктуре. Зеленский заявил, что украинская сторона ожидает выполнения достигнутых договоренностей и расценивает шаги по деэскалации как движение к реальному прекращению войны. В своем вечернем обращении Зеленский дал понять, что энергетическое перемирие вступает в силу сегодня ночью. Спасибо американской стороне за усилия, направленные на то, чтобы в это время прекратить удары по энергетике, и мы надеемся, что Америке удастся это обеспечить. Сегодня есть заявление президента Соединенных Штатов. Ситуация сейчас, ночью и в эти дни, реальная ситуация на наших энергетических объектах в наших городах покажет это. Идут сообщения о договоренности об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Могли бы прокомментировать, действительно ли идут какие-то переговоры на эту тему? Нет, я не могу пока это комментировать. Переговоры в Абу-Даби запланированы только на воскресенье или также могут пройти 2 дня? Может быть, 2 дня при необходимости, да. Непосредственно до дня встречи, до воскресенья будут модальности согласовываться, что, собственно, по сути, это ничего не изменит. Но, безусловно, все сделают так, чтобы обеспечить возможность для продолжения диалога. Стив Уитков заявил, что в мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс. Украинцы действительно заявили, что мы добились большего прогресса за последнее время, с момента Женевы, чем они видели за предыдущие 4 года этого конфликта. Так что в прошлое воскресенье в Абу-Даби у нас были 5 российских генералов вместе с Джаредом и Дэном Дрисколом. И мы считаем, что добились значительного прогресса. Переговоры продолжатся примерно через неделю. Уитков также сообщил, что соглашение по протоколам безопасности практически готово, а договоренности о будущем экономическом сотрудничестве почти согласованы. Напомним, Москва, а по данным медиа и Трамп, настаивают на выводе украинских войск со всего Донбасса. Если слова Уиткофа о прогрессе по территориальному вопросу соответствуют реальности, теоретически это может означать согласие Киева на отвод войск. Однако никаких подтверждений этому нет. В выступлении перед Сенатом госсекретарь Соединенных Штатов Рубио заявил, что с европейцами достигнуто взаимное понимание по гарантиям безопасности для Украины. Вопрос территории на востоке Украины остается открытым, уточнил он, отметив, что европейцы сами не справятся без помощи Вашингтона из-за слабых вложений в оборону за последние десятилетия. Ситуация, к сожалению, очень динамичная.
Как вы знаете, она меняется очень быстро. Мое понимание таково, что в основном я говорил о гарантиях безопасности и мире. Это было частью встреч и усилий, которые имели место в начале этого года. Думаю, что единственный оставшийся пункт тот, который вам всем хорошо известен, а именно территориальный вопрос, в частности претензии на Донецк. Я знаю, что ведется активная работа, чтобы понять, можно ли сблизить позиции обеих сторон по этому вопросу. Это мост, который мы пока не перешли. Разрыв все еще существует. Но, по крайней мере, нам удалось сузить круг вопросов до одного центрального и, вероятно, очень сложного. И, конечно, любые гарантии безопасности вступят в силу уже после завершения конфликта. Это отдельный момент. Но в более широком контексте я говорил о том, что во всех обсуждениях гарантий безопасности, которые сейчас звучат публично, по сути предлагается только один вариант – размещение на земле европейских войск, но при этом с очень жесткой американской подстраховкой. Моя мысль заключалась в более широком контексте НАТО. Нужно понимать, что даже для такого варианта у Европы нет возможности обеспечить реальные гарантии безопасности без американского бэкстопа. Это указывает на разрыв в возможностях, которые необходимо закрывать. И это одна из причин, по которой президент постоянно говорит о НАТО и о необходимости усиления наших партнеров. Да, они обязались выйти на уровень расходов в 5%, но, разумеется, на это потребуется время. Но общий посыл именно в этом. Любая модель гарантий безопасности, о которой говорили и которую продвигали европейцы, требует серьезного обязательства со стороны США в качестве подстраховки. А это, по сути, означает, что мы потенциально берем на себя обязательство участвовать в будущем конфликте. И это нужно понимать в контексте тех проблем с возможностями НАТО, о которых я только что говорил. Тем временем Сергей Лавров сообщил, что не в курсе деталей гарантий безопасности, согласованных между США и Украиной, и усомнился в их реализуемости. Общаясь с прессой в Кремле перед встречей Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль-Нахаяном, Лавров вновь подчеркнул, что Россия решительно отвергает любые военные гарантии, способные помешать Кремлю в будущем возобновить боевые действия. А вот как комментирует ход... Мы не знаем, о каких гарантиях они договаривались, но, судя по всему, о гарантиях тому самому режиму украинскому, который проводит русофобскую, неонацистскую политику. И если цель состоит в том, чтобы сохранить режим на какой-то части территории бывшей Украины и продолжать делать этот режим плацдармом для создания угроз против Российской Федерации, то, наверное, вы сами сообразите, что такие гарантии безопасности едва ли могут обеспечить надежный удар. Гарантии безопасности были согласованы в апреле 2022 года в Стамбуле, причем предложен основной проект этих гарантий был самой украинской стороной. Мы этот проект поддержали. Потом вы знаете историю, когда Борис Джонсон, тогдашний премьер-министр Британии, запретил им подписывать соответствующую договоренность, которая уже была парафирована. А те гарантии обеспечивали коллективный характер безопасности, неделимый характер безопасности, включая безопасность и Российской Федерации, и всего региона, где расположена Украина. Так что мы будем смотреть на реальные предложения и не будем ориентироваться на те самые публичные игры, которые вас так возбуждают. А вот как комментируют ход переговоров их участники с российской стороны. Олег, здравствуйте. А в целом, как атмосфера-то была переговоров? Ну, хотя бы два слова. Ну, сказали все конструктивные. Конструктивно? Нет, все понимают. Все понимают в каком смысле? Ну, в самом прямом. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Европа способствует эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Так он прокомментировал решение Евросоюза признать корпус стражей исламской революции террористической организацией. Аракчи обвинил Европу в вопиющем лицемерии, указав на отсутствие реакции на действия Израиля в Газе при одновременных заявлениях о защите прав человека в Иране. Он назвал решение Брюсселя пиар-ходом, призванным скрыть внутренний кризис в Европе, и подчеркнул, что в случае масштабной войны в регионе сам ЕС понесет серьезный ущерб, прежде всего из-за резкого роста цен на энергоносители. В завершении Аракчи заявил, что нынешняя политика Евросоюза противоречит его собственным интересам, и что европейцы заслуживают лучшего, чем то, что предлагают их правительства. Напомним, сегодня ранее Евросоюз утвердил новые жесткие решения в отношении России и Ирана. Россию включили в так называемый «черный список» по борьбе с отмыванием денег. Это означает, что европейские банки обязаны усилить контроль за любыми транзакциями, так или иначе связанными с Российской Федерацией. Также ЕС признал корпус стражей исламской революции террористической организацией, расширив санкционное давление на Иран.
В Брюсселе подчеркивают, что оба решения направлены на усиление финансовой и политической изоляции Москвы и Тегерана. Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность точечных ударов по руководству и силовым структурам Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, в Вашингтоне обсуждают сценарий, при котором удары могли бы подтолкнуть протестующих в Иране к захвату правительственных зданий и создать условия для смены режима после подавления недавних акций протеста. При этом информации о том, принял ли Трамп окончательное решение, нет. По информации одних СМИ, удар может быть нанесен в течение ближайших 48 часов. По данным других источников, Вашингтон все еще рассчитывает на продолжение переговоров, которые могут состояться в эти выходные. Европейский Союз установил санкции в отношении 6 заметных российских личностей – журналистов, телеведущих и представителей культуры. Об этом говорится в публикации официального журнала Евросоюза. Под ограничение попали спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, применивший свою известность и авторитет для продвижения российской пропаганды и защиты агрессивной войны против Украины, телеведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева, постоянно транслирующая ложь о войне против Украины и одобряющая российские войска, а также так называемый ДНР и ЛНР. Ведущая программы «Вести» на канале «Россия» Мария Ситтель, регулярно прославляющая власть Владимира Путина и распространяющая нарративы, легитимизирующие агрессию против Украины. Ведущие программы «Москва», «Кремль», «Путин». Павел Зарубин, постоянно транслирующий антиукраинскую ложь и именующий власть Украины режимом. Актер и певец Роман Чумаков, Рома Жиган, открыто восхваляющий Владимира Путина, организующий сборы средств для российских войск и осуждающий артистов, не одобряющих войну. Танцор Сергей Полунин, с первых дней войны активно поддерживающий российскую армию, включая денежные взносы, и побуждающий к этому остальных. Санкции подразумевают арест активов в пределах ЕС и запрет на посещение стран Евросоюза. Китай впервые прокомментировал арест высокопоставленных генералов Чжан Юся и Лю Дженли. 26 января стало известно, что в Китае арестованы 2 высокопоставленных представителя Центрального военного совета, главного государственного органа, управляющего вооруженными силами страны. По официальной версии, чиновников подозревают в серьезных дисциплинарных нарушениях и нарушениях закона. Неофициально сообщается о коррупции и формировании собственной клики. Западная пресса пишет, что один из генералов мог передавать за границу сведения о китайской ядерной программе. Мы решительно выступаем против клеветы и очернения антикоррупционных усилий Китая. Под сильным руководством партии китайская армия всегда придерживалась принципов открытости и сотрудничества и будет и дальше вести диалог и обмены с вооруженными силами других стран. Мы будем углублять взаимное военное доверие и укреплять практическое сотрудничество, внося вклад Китая в международный и региональный мир и стабильность. Решительное расследование и наказание Чжан Юся и Лю Дженли – это крупное достижение антикоррупционной кампании партии и армии, а также важная демонстрация решимости и возможностей партии и вооруженных сил. Это имеет большое значение для победы в трудной, затяжной и всеобъемлющей борьбе с коррупцией в армии. Господин Али Акбар, от имени Французской Республики мы посвящаем вас в рыцари ордена за заслуги. Одна из наиболее волнующих и душевных церемоний вручения ордена за заслуги во французской истории. Эммануэль Макрон, глава государства, наградил этим орденом последнего уличного продавца газет во Франции. 74 года назад Али Акбар начал торговать прессой в латинском квартале Парижа с 1973-го и за полстолетия превратился в одну из самых узнаваемых фигур современного Парижа. Наверное, каждый парижанин хоть раз вас слышал. Это особая интонация, тембр, стиль. Вы — акцент 6-го округа, голос французской прессы по воскресным утрам, да и, впрочем, каждый день недели. Теплый голос, который уже более 50 лет ежедневно разносится по террасам Сен-Жермена, прокладывая себе путь между столиками ресторанов. Нам бы хотелось сказать вам, что вы всегда были французом. Вы воплощаете те истории и приключения, которыми Франция гордится, не просто принимая их, но и разделяя. Конечно, я горжусь, потому что доволен всем, что сделал. Я делал только хорошее. И много работал. У меня есть семья, и я поставил на ноги 2 семьи.
Breaking news. Monica Lewinsky is pregnant by Trump. Срочные новости. Моника Левински беременна от Трампа. У нее близнецы. Oh yeah. Comment tu? Ah si si, il est là. Ah bonjour bonjour. Yes please. Please please. Bonjour. Demande. Oh yes. Bonjour. Demande. Я обычный человек, как и все люди. Но мне все равно приятно, когда мне говорят: «Ну надо же, ты правда хороший человек, ты знаменитость». Мне это приятно, что есть люди, которые меня любят, рады со мной встретиться, рады меня видеть и довольны мной. Полвека назад Али Акбар принялся за работу газетным вестовым в квартале Сен-Жермен-де-Пре 6-го округа Парижа, сбывая издания студентам Сорбонны и гостям кафе. Еще тогда бумажные СМИ теряли позиции перед ТВ, а впоследствии перед вебом. В 1970-е в Париже трудились десятки таких уличных торговцев прессы. А нынче Али Акбар, последний в стране и, быть может, на всем европейском континенте. Avec les enfants et tout, magnifique. Oh là là, tout à fait. Oh, c'est le bonheur. J'adore les enfants. На самом деле я продаю не так много газет. Примерно 20 экземпляров Le Monde за 8 часов. Нужно около 8 часов, чтобы продать 20 экземпляров Le Monde. Все из-за цифр. Сейчас все цифровое. Люди почти не покупают газеты. Бенфика вырвала победу у мадридского Реала в драматичном матче Лиги чемпионов и обеспечила себе выход в плей-офф. Решающий момент произошел на 98-й минуте. Голкипер лиссабонцев Анатолий Трубин прибежал в штрафную соперника на стандарт и забил головой после подачи со штрафного. Этот мяч сделал счет 4-2 и оказался ключевым. По разнице мячей Бенфика вышла в стадию плей-офф. До этого казалось, что португальцы все равно вылетают, несмотря на преимущество 3-2 в концовке компенсированного времени. Матч получился зрелищным и напряженным до последней секунды и завершился одним из самых неожиданных голов турнира. Я выигрывал и проигрывал матчи и в решающих встречах на последних минутах, но никогда раньше вратарь не забивал фантастический гол, который хотели бы забить даже лучшие нападающие мира. Поэтому эмоции действительно огромны, даже для меня, человека, который уже через все прошел. Я думал, что уже все пережил. Оказалось, что не все. Этот здоровяк забил фантастический гол, и я думаю, что для Бенфики это фантастический вечер, независимо от того, что произойдет в будущем. Я знаю, что нам невероятно повезло в жеребьевке. Нам достался либо Интер, либо Реал Мадрид, но независимо от этого, это фантастический вечер, вечер, который запомнится надолго. Мадонна выложила в соцсети фото в шапке-ушанке с советской кокардой, чем вызвала массу негативных комментариев от украинских пользователей.